Ребят, смотрите, вот этот человек утверждает, что он сейчас пойдет кататься. Дует? Я не знаю, не дует вообще. Вот 2 метра в секунду. Хотя вот эта вот штука показывает, что типа есть ветер. Но по факту я верю вот больше вот этим флагам. Ощущение, что ветра 2 метра в секунду. А, у нас есть анемометр? Есть. Давай померяем. Ну смотрите, ветра настолько нет, что даже анемометр не хочет крутить крыльчатку. Так, а что у нас говорит Пузырьковый? Ну, Пузырьков говорит полметра в секунду. Ага. Вот, порывчик. Порывчик пошел. Метров, да. Давай. Самая надежная техника. Смотрите, батарейки вас подведут всегда. Мыльные пузыри никогда. 0 метров. 0. Ну давай, выдул. Пошел. Даже нет, раз. Полметра в секунду. Ну, короче, до 2 метров. Все, порывы до 2. Нам не верят. Петрович, этот анемометр на место. А хоть куда. Ну, смотрим. Ну, летели мы, конечно, без проблем. Но это еще ни о чем не говорит. Как ни о чем не говорит. Я покажу. Это тебе просто повезло. Как летают парафойлы и тянут. Мы его чуть-чуть разгоним. Берем. Падаем планочку, делаем легкий кайфлуп, ждем, пока он начнет падать, разгонится. И меня унесло. Да ладно. Ну иди на воде покажешь? Ну я покажу, только мне надо это. Переодеться. Гидрать же одеть. Да я попробую тогда, я в гидраке. В смысле, на воду пойти? Ну так же помашу, как ты. А потом на воду, да. Конечно, помаши, потому что тебе к ним надо привыкнуть. У них абсолютно другая полетная техника. Да ты мне расскажи. Ну давай. Все, вот эту выщелку И ты рулишь, да? ага, и к себе ее сюда, оп. Отбегаем. Давай. Тревога. Все, работай. Взял управление, давай. Взял управление. Ну, засекай. А что он падает, эй? Так управляй, сука. И в кайт-лупчик сложил планочку, только к себе и сложил. Сложил, да? Куда ты побежал? Стой, Дима. Много. Передоз? Да. Это Вот. пинашка? Динашка. Ну что, пошли на воду туда. Да, ну ты не пойдешь, тебе надо уехать подальше. Да конечно уеду. Нет, его молочным набить. Помаши, привыкни. И отпускай планку. Нет, смотри, чтобы пошла тяга, Да. А, все, я понял, при отпущенной планке тянет. зажимаешь, и когда вот он пошел вдоль, отпускаешь его. Я понял. Отходи, Тихо. И его нельзя останавливать. Тихо, родной. И в кайт-лупчик. Пошел. И отпускай планку. Ну, Это не снимать. Поздно. Тут. А на воде бы я бы выжил, ты бы нет, я бы да. да? То есть вот это расправляем. Это все расправляемо, но мы сейчас не будем тратить время. Надувные кайты, нормальная тема, чуваки, не слушайте его. Я уже утонул, мне кажется. Так, а есть какие нюансы с запуском? А ничего, планку от себя, и он просто взлетит, и все. Ага. А, Это все, чудо кайты, которые видишь. ой, вообще, смотри. Просто как у себя дома. Реально просто тяги не ощущается в нем. А вот когда начинает разгоняться, тогда начинает тянуть. Ну все, я понял, просто кайт-лупом едешь. Да. Мне кажется, я больше не уроню. Вроде. Не, все, я разобрал. Ну, давай, зайду подальше, перейдем и отдадим. Я просто тебя уважаю, но я знаю, что будет. Блин, ну все, я разобрался, конечно. Но ты не стартанил, брат. Ну почему? Вот, кайт-лупчик. Опа. Это ты здесь, ты стоишь на жесткой земле, там тебя подсольет. Ну поверь, 5, полминуты. Божечки, мне кажется, я уже уехал. Пока мы спорим. Все, я разобрался. Ну, Просто, Дима, кайт чужой, не хочу, чтобы мы его быстренько порвали. Понял. Короче, идея в том, что его просто надо постоянно гонять, тогда он не свалится. Все, я уже освоился. Планку отпустил, он тянет. Планку поджал, он не тянет. Гоняешь его по небу, чтобы не свалился. Кайт-лупчиком. Вот. Поехали.
В обраточку. Да все, разобрался. Могу ехать. Последний в лодку сядет. Последний я сразу по газам. Сереж, да я чувствую, уеду. Уедешь? Мне кажется, даже лодка не нужна. Антоха, залазит, чтобы Дима последний выскочил. Спокойно пробегаешь в лодку. Все, пошли. Родная. Работает! Ху-ху-ху! Смотри, вообще, как у себя дома. Повыше сели. Висит супер стабильно. Вообще. У меня нагрузки нету на палке, а кайт летит. Просто поразительно. Теперь я понял прикол легких планов. Ну, судите мне, конечно, своим боком. Давай, подальше. Серега не верит в меня. Думаю, что я не могу уехать на... Я думаю, что ты сейчас присходишь с лодки и уродишь парофил сразу. Вы так думаете? Поэтому, когда сходи, именно на восьмерочке, ни на секунду не останавливай. Потому что, когда ты прыгнешь, сначала погружение, потом всплытие, это достаточно, чтобы такой ветер он провалился. Понял тебя. Раскручивай и выходи за борт. А, меня вытащил. Красавчик. Перед ним это бросим пройдет. Бросай. Парофол, первая попытка. Он сейчас сам офигел, конечно, стал с полусмахом и ветре 2 метра в секунду реально. Ладно, вытащи. Это лох. Тебе надо было его выше поднять. У него же радиус разворота. Взлетает. Он сейчас вылетит сам. Вылетит, держи. Все, он полетел. Нет. Сейчас полетит. Отпусти планку, он полетит, Дима. Все. Юха. Оп, молодец. Не на тех кайтах ты катался всю жизнь, да? Он сам слетел, я вообще ничего не делал. Я просто тупо сидел и ждал. Так, важно. Вертикально снимать.
глушишь. Понял. Он не может лететь. Триммер затянуть срочно. Сейчас сделаю. Отпускай планку от себя максимально и затягивай триммер. Понял. Но ветра объективно нет вообще. Сейчас мы подойдем, и ты это рассказывай. Перетянул. Дима, ты висишь на планке и не даешь ему лететь. Отпусти планку, он сразу потянет, брат. Ветра вообще. Даунлуп крути, даунлуп, и он тебя вытащит. Пошел, пошел. Параллельно и пошел. Планку от себя. Эх. И планку от себя он вырвет, вырвет. Давай, давай, сейчас привыкнешь. И от себя планочку. Раз, разогнал, еще раз. Тебе чуть мешает твое надувное прошлое. Крутнул даунлуп, разогнал и отпустил планку. И тогда он тебя подхватит. Разгоняем. Отпускай планку! Ну вот на максимум отпущено. Да? Ну, значит, правда, уже 0 метров в секунду. Ну посмотри, что я не так делаю. Все, Дим, ну это уже 0 реальный. Ну что, брат? Вот, планка отпущена. Все, сейчас молодец. Вот, все. Ох ты, Deathloop. На жопу его вали, на жопу. Если он падает, лучше пусть падает на жопу. Мы еще поборемся. Я думаю, мы столько сняли, можно выходить, Дим, отдохнуть. Ну давай, роднуля, давай, не падай. Вали его в любую сторону, быстренько. Давай, давай, вытащишь, красавчик. Живи, Катик, живи. Вообще ветра нет. Куда вы меня затащили? Отпущенная планка. Тяги хер. О, сейчас шевелит. Ну-ка, давай. Давай, если порычик придет. Надо было пятнашку брать. Ну, Дим, когда нету ветра и 15 ждали с полного нуля, опять все-таки мы уронили воду, и поэтому Диму сейчас вытащим на берег, и он поделится своими эмоциями. Пошел с друзьями кататься. Димчик, ну что, это не Маврикий, тут не надо спасаться самому. Ребят, как хорошо кататься с лодкой. А то греб бы сейчас, мама, с этой штукой еще. Ты вообще чувствуешь, что ветра 0? Ветра вообще нет. Мне кажется, он это, если бы были отрицательные значения у ветра, это был бы он сейчас. Ну, кстати, у нас бывает. Отрицательный? А он дует 3 метра в одну, потом резко в обратную, -1 называем. Так, сейчас отцепляюсь. Это кайф. Нырял вообще. Серега был неправ. Снимаю шляпу. Понял, да, что это такое? Да. Вот, если бы прирейсовый Он бы взял, сразу разгонялся бы. и тебе был бы передок. Ага. Ты знаешь, там какой эффект был? Когда я сюда шел, походу я шел вообще без ветра. Да, ты тянешь кайт, Да. да. Опираешься и падаешь на нем. А да. когда я решил сделать разворот, я же хода сбросил, Да. и все, и привет, у меня кайт сразу прилип. Так, То есть главное вообще не останавливаться. Если да, уж едешь, то... да, ему важна очень выпильная скорость и Да. херачить. И почему очень важное тонкое крыло, оно дольше сохраняет это, ну, скорость эту идет. Ага. Поэтому вот лайдвинг это очень важно. Дырка или разворот. Ну, знаешь, страшная вещь. Купишь такую штуку, и больше ничем, кроме кайтфойлинга, заниматься не будешь. Потому что тупо ветер, не ветер, ты всегда катаешься. Вот эта тряпочка продает сама себя. Ты просто ее пробуешь, вот в такой ветер, как сейчас, ну, точнее, когда ветра нет.
И ты начинаешь думать, а сколько она стоит, а где ее купить там и все такое. Вот. Ну и, конечно, моя любимая Дасуля. Хоть вы, ребята, ее и неправильно используете, но я вас научу. И крыло, говорят, вот, ну, старшие товарищи сказали, что это не для этого вида спорта, слишком большое. И типа, если бы я взял гоночное, маленькое, я бы тут вообще просто бы из воды не вылез. Вот, а я этого и боюсь. Я не хочу заниматься исключительно кайтфолингом в этой жизни. Потому что, мне кажется, есть еще какие-то более интересные развлечения, когда нет ветра. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и поделитесь им с друзьями. А также подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поддержать канал можно по ссылке в описании.